Друзья, редкими, находящимися на грани исчезновения в дикой природе, являются не только млекопитающие или рептилии, но и рыбы. Одна из самых известных и благородных рыб, наш сегодняшний гость, находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу. Это осетр, род пресноводных полупроходных и проходных рыб из семейства осетровых. В этом семействе около 27 современных видов, в том числе белуга, севрюга, шип, стерлядь, калуга и другие. Распространены наши сегодняшние гости в реках, озерах и морях северного полушария, особенно в регионах Каспийского, Черного, Азовского, Балтийского и Адриатического морей. Что мы вообще знаем про осетров? В голове у большинства сразу всплывают образы черной икры, заливное, большие деньги и, конечно же, браконьеры. На этом познания о царь-рыбе заканчиваются. Однако такая скудная информация недостойна такой рыбины, ведь история у осетров богатая, настолько, что их предки застали зарождение динозавров и несколько массовых вымираний на планете Земля. Первые осетровые появились около 200 миллионов лет назад, и современные рыбы до сих пор сохранили доисторические комплектующие. Например, вместо чешуи тело осетров покрывают костные щитки, а это отголоски триасового периода и наследие бронированных рыб древности. Большая часть видов осетра – рыбы проходные, входящие весной из морей в реки для нереста. Некоторые виды пресноводные. Область распространения включает Евразию и Северную Америку. Они хрящекостные рыбы. У них сочетается костный череп и позвоночник из хряща. Также обладают своеобразной броней, рядом костных щитков вдоль тела. А вообще внешний облик осетра почти не изменился за 200 миллионов лет. Вообще осетр довольно эстетичен. Это своеобразная усатая торпеда. Такая роскошная растительность на конце мордочки помогает ему находить себе основное пропитание – моллюсков, червей ракообразных. Воронкообразный же вытягивающийся рот-пылесос помогает осетру засасывать добычу из ила и песка. Кстати, они не имеют зубов. Рот втягивается к низу, а нюх развит куда лучше зрения. У осетров есть электрорецепция. Они чувствуют слабые электрические поля, что помогает находить добычу в мутной воде. На такой питательной диете из придонных обитателей благородная рыбина вырастает до титанических размеров. Например, белый атлантический осетр достигает 6 метров в длину и 800 килограммов веса, а самый крупный осетр, белуга, может достигать 7 метров в длину и весить более 1 тонны. К сожалению, весь предыдущий абзац стоило бы перевести в прошедшее время. Вырастал, весил, являлся. Людская жадность и непомерный гедонизм повсеместно привели к перелову осетровых рыб. Сейчас отыскать осетра-гиганта почти невозможно. Для того, чтобы осетр вырос до размеров гиганта, понадобится несколько десятков лет. И, кстати, процесс истребления связан далеко не с мясом. Несчастный осетр стал жертвой собственной стратегии размножения. Осетры мечут миллионы икринок. Их общий вес зачастую достигает 25% массы тела мамы. По логике, это гарант выживания вида. Но по факту несметные миллионы икринок приносят несметные миллионы денег браконьерам. Ведь икра очень ценна. Цена настолько, что браконьерский флот оборудован намного лучше, чем организации, призванные пресекать их деятельность. Усугубляет ситуацию то, что к нересту осетриха готова только на 20-м году жизни. Кстати, осетры вообще живут долго, от 50 до 100 лет, а некоторые белуги до 150. Из-за этого икра становится не просто деликатесом, а редким деликатесом. Ее ценность возрастает, ведь кормить и содержать осетра дело не дешевое. Это дает браконьерам карт-бланш на убийство. Ведь выловить и освежевать уже взрослую рыбу, которая водится на воле, намного проще, чем ее выращивать. Кстати, количество икры у каждой рыбы прямо зависит от ее массы, здоровья и возраста. На территории России рыбалка на осетров запрещена. Но когда это останавливало браконьеров? Еще в 18-19 веках осетров можно было выловить на Кубани, в реках Урала, Москве-реке, в Неве и Ладожском озере. Осетр был везде, ему не придавали особого значения.
Ну, рыба и рыба. Но в конце 20 века черная икра стала символом достатка. Главными центрами промысла являлись Каспийское и Азовское с Черным моря и реки, впадающие в них. Размеры промысла здесь были громадны. Несмотря на значительное уменьшение количества осетровых рыб вообще, большое количество осетровых водилось также в реках Сибири, в бассейне Оби и отчасти в бассейне Енисея. С начала 21 века промысел почти всех видов осетров в России, в европейских странах и странах Каспийского бассейна запрещен. На сегодняшний день лидером по производству черной икры является Иран. В 2005 году их поставки на мировой рынок составили 65 тонн. При этом лов осетра четко регламентирован, монополизирован государством, а быть браконьером в Иране – это все равно, что играть со смертью в рулетку. При этом иранцы рыбу не убивают, а доят. Да, доить можно не только коров, но и рыб. На фермах, где этих осетров выращивают, икру из них буквально выдавливают. Увы, в остальных странах устраивать незаконные бесчинства намного легче. И это грустная история, лишь одна из многих, когда вид находится на грани вымирания, просто попав в поле зрения людей. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!